Приветствую подписчиков своего канала, а также жителей Санкт-Петербурга, которым не безинтересна история своего города. Сегодня мы с вами прогуляемся по петербургской подземке, по некоторым заброшенным тоннелям. Дело в том, что строительство метрополитена в любой точке мира вещь довольно дорогостоящая и технически сложная. Поэтому еще в Советском Союзе был разработан типовой проект, который позволял удешевить проектирование, строительство метрополитена. Была унифицирована вентиляция, путевое хозяйство, электроснабжение, тоннельная обделка. И если вы проедете по различным городам бывшего Советского Союза, то вряд ли увидите какие-то коренные различия между метрополитенами. Конечно, специалисты их найдут, но так более-менее все одинаково. И тем интереснее становятся различные отклонения от проектов, которые возникают на этапе строительства, эксплуатации метрополитена. И таким отклонениям у меня будет посвящена некоторая серия роликов. Расскажу я вам сегодня историю о том, как хотели вывести тоннели после станции метро Ломоносовская на мелкое заложение, построить станцию метро Щемиловка и в Обухово сделать депо. А вы знаете, что в метро собирались открыть изначально, по первоначальным планам, Щемиловку, но под рабочим названием Щемиловка, вот здесь на перекрестке Бабушкина и Шелгунова. Слышали про такое? Нет, не слышал. Мы как раз просто и хотим поспрашивать тех, кто здесь давно живет, чтобы узнать об этом. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. Нет, этого я не знаю. Хотя тут живу, но понятия не имею. Честно вам могу сказать. Я понял вас. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Ой, нет, я здесь не жила в это время. То есть так что я не в курсе, спрашивайте у других жителей. То есть вы не слышали ничего? Нет. Я понял вас. Хорошо, спасибо большое. Это давно было. Да, а вы слышали что-нибудь, что собирались, она должна была называться завод «Большевик» или «Щемиловка»? Было такое, да. То есть по плану, а потом увели на Пролетарскую. Это много лет тому назад было. В 70-х. Да. То есть слышали, да? Да, было. Спасибо большое. Не знаю. Не слышали, да? Нет. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Не знаю, потому что я приехал сюда тоже. После Ломоносовской? Нет. Не слышали, да? Спасибо. Полагать? Не слышали. Хорошо, спасибо. У меня такого не было. Спасибо. Нет, ребята, я приезжая, поэтому я не знаю. Спасибо. Нет. Не слышали. Спасибо. Планировали здесь станцию? Не слышали, да? Спасибо. Те, кто живет в Санкт-Петербурге, прекрасно знают, что после Ломоносовской сейчас у нас идет Пролетарская, потом Обухово, а потом Рыбацкая. И за ним уже идет депо. Все на данный момент немножечко иначе. И вот это как раз изменение послужило, скажем так, таким моментом, благодаря которому появились те тоннели, в которых я сейчас нахожусь. Как обычно, вначале небольшая историческая справка, а потом мы прогуляемся по этим самым тоннелям. Погнали! История здесь следующая. Планом развития метрополитена в Ленинграде предусматривалось строительство после Ломоносовской еще 2 станций с проектными названиями «Завод Большевик» и «Обухово», а также депо. Я в начале ролика сказал про Щемиловку, как следующую за Ломоносовской проектируемую станцию, но при поиске информации такое название нигде не было подтверждено, только «Завод Большевик». Это надо учесть при просмотре видео. Было разработано несколько проектов продления линии. Они отличались трассировкой и глубиной заложения. Из всех проектов был выбран один. Он подразумевал выход линии на мелкое заложение. Как пример, вспомните станции Ленинский проспект или проспект Ветеранов. Они тоже мелкого заложения, без эскалаторов. В целях подготовки к строительству следующего пускового участка с января по декабрь 1971 года за Ломоносовской были продлены 2 тупика. Впоследствии это продление должно было стать частью перегонных тоннелей. Они уходили вверх с уклоном 40 тысячных. Эта величина означает изменение высоты тоннеля на 40 метров на 1 километр пути в его плане. После окончания строительства задела метрострой перенес свои силы на строительство других объектов будущего метро, а эти тоннели стали временно использовать для отстоя поездов, так как у Невско-Василиостровской линии еще не было своего депо, а поезда надо было куда-то девать. Когда я узнал о том, что поезда отстаивались на таком уклоне, я даже не поверил, но наличие всей инфраструктуры для движения поездов, увиденной мной вживую, подтверждало полученную информацию. Из интересного, один из проектов предусматривал строительство от вестибюля станции «Завод Большевик» к проходной одноименного завода тоннеля с так называемыми горизонтальными транспортерами, или по-современному траволаторами, но не срослось. Последовало изменение плана.
Станцию завод «Большевик» решают перенести на место нынешней Пролетарской. С чем это связано, однозначного ответа нет. Есть несколько легенд. Вы же любите тайны? Одна гласит, что при строительстве продления тупиков произошел взрыв метана, и это происшествие заставило остановить стройку. Не соглашусь с этой версией. Выбросы метана действительно были, но технологии даже тех времен позволяли узнать о его наличии и нивелировать его влияние на строительство, что было успешно доказано позже, при строительстве перегона Обухово-Рыбацкое. Наличие там метана было заранее известно, и потому приняты меры к дегазации пластов. Другая легенда связана с политическим решением руководства города. Из статьи спецкора газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Юрия Трефилова. В ту пору городом руководил первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов. И когда ему докладывали о строительстве ветки до Обухова, он неожиданно спросил: «А где станция для рабочих объединения «Большевик»?» Проектировщики и метростроители тогда молча переглянулись, а Романов твердо сказал: «Если станции нет, ее надо построить. На «Большевике» работают 1000 человек». «Должна, значит будет», — ответили тогда участники совещания. Для того, чтобы выполнить указания первого секретаря, пришлось не просто внести коррективы в документацию, но и оставить в стороне 600 метров уже построенных тоннелей к Обухово. Так появилась станция Пролетарская. Третья легенда, а скорее версия, и, как я считаю, наиболее обоснованная, связана с тем, что от построенных тоннелей отказались из-за намечающейся обширной застройки района в Рыбацком, плюс сложной гидрогеологии в этих местах. В итоге линии увели на глубину, построив после Ломоносовской еще 3 станции – Пролетарскую, Обухово, Рыбацкая и Депо. Причем Пролетарская была самой глубокой станцией в метрополитене Петербурга до открытия в 2005 году Комендантского проспекта. Даже эскалаторов там 2 – большой и поменьше. Ее глубина как раз и намекает на то, что грунты в этих местах очень сложные. Продленные тупики за Ломоносовской эксплуатировались чуть более 7 лет, до лета 1979 года. В июне 1979 начались работы по сопряжению старых и новых тоннелей. Был закрыт левый, а потом правый тоннели. Отрезки этих тоннелей были забутованы, то есть залиты бетоном. Со стороны Пролетарской с разницей в полгода пришли тоннели-проходческие щиты. Они были демонтированы, там же смонтировали тюбингоукладчики и вручную прошли участки сопряжения. В 1980 году горные работы были закончены, далее последовали монтажные работы, и 10 июля 1981 года станции Пролетарская и Обухово приняли первых пассажиров. Ну а теперь давайте посмотрим, что представляют из себя заброшенные тоннели спустя почти 40 лет. Наш путь начнем от станции метро Ломоносовская. Спустившись в подплатформенное помещение, иду к двери так называемого тоннельного поста, который отделяет эти самые помещения и тоннель. Открываю дверку и слышу, что приближается мотовоз. Лучше его пропустить, а то он тяжелый, может и в фарш превратить, а кто видос-то потом делать будет? Отлично, мотовоз с тоннелемоечной машиной прошел, можно идти дальше. Дохожу по 3-му станционному пути до тупика. Тут в ожидании утра спит поезд. По обеим сторонам уходят винтсбойки. По одной из них я перехожу на первый путь, тот самый правый перегонный тоннель ППТ, из которого идут 2 ходка к обоим заброшенным тоннелям. Идти до первого тоннельного артефакта мне 200 метров. Меня очень радует, что я не встречаю никого из рабочих, так как хоть вид у меня и соответствующий, и не вызывающий подозрений, хочется все-таки нормально поснимать на камеру, а не постоянно ее прятать во избежание ненужных вопросов. Все-таки бдительность у нас на очень высоком уровне, и блогеры так просто не шастают по тоннелям. Вы улыбнетесь и спросите: но ты же идешь? А я отвечу: а много ли вы видеороликов видели из того места, что я вам показываю? А вот что меня не очень радует, так это то, что тут находится на ночном отстое поезда, и приходится постоянно забираться в них и спускаться обратно, так как иначе идти неудобно. С другой стороны, когда еще так спокойно походишь по составу без людей и со всеми открытыми межвагонными дверьми?
вот за легкой ненавязчивой беседой мы приходим к проему. Это начало ходка к общей дренажной перекачке ОДП номер 362, которая выведена из эксплуатации. Ходок не забутован. Снизу вижу металлические створки. А вдруг они закрывают какой-то ходочек, по которому удастся ползти забутовку. Но створки заклинило. Благо есть инструменты, створки волшебным образом открываются. Увы, там ничего интересного. Впрочем, забутовочка походу тонкая, в слой кирпича и цементной стяжки. Но ломать не буду ничего. Моя задача показать вам метро, а не разносить его по кусочкам. Иду дальше. Через 60 метров встречаю ходок к первому брошенному тоннелю. Вон как раз справа проем. Надпись о том, что там за решеткой сделали склад, меня не очень воодушевляет. Ведь туда в любой момент могут наведаться рабочие, и если увидят меня там, могут быть неприятные вопросы. Но я не унываю и иду дальше. Через 65 метров подхожу к нужному ходку, который ведет к бывшему левому тупиковому тоннелю. Тут все чисто, поэтому вжух, и я уже внутри. Свет не включаю. Прислушиваюсь. В тоннеле работают путейцы, им не до этих бросовых тоннелей, поэтому можно начинать изучение. Первым делом подхожу к забутовке. Бетонная стенка с небольшим проемом позволяет заглянуть внутрь. Видим, что помимо бетона там еще груда строительного мусора. Что ж, вполне логично. Зачем тратить усилия и поднимать его на поверхность, когда можно просто захоронить его вместе с отрезком старого тоннеля? Теперь я разворачиваюсь и иду вглубь заброса. Итак, за мной остается тоннельный шум, производимый рабочими, а мы с вами углубляемся в бросовые тоннели. Первым делом встречаем с вами вот такую вот сбойку. Сбойкой на внутреннем языке метрополитеновцев означает соединение между тоннелями. Там идет другой тоннель, по которому мы с вами вернемся обратно. А пока что идем дальше. Эта сбойка должна была служить для подхода людей к непостроенному санузлу. Санузел – это, в принципе, понятно, что это такое. Строятся они как на станциях, так и в тоннелях на случай гражданской обороны. То есть, когда здесь будут размещены люди, чтобы им было куда сходить, справить нужду. Так как эти тоннели были брошены, а строительство санузла вынесено за пуск, скажем так, то он не был построен, но тем не менее сбойка построена, и мы ее с вами увидим на обратном пути. А пока что поднимаемся. Здесь очень незаметно на самом деле, что тоннель идет вверх, но тем не менее уклон здесь присутствует, и с каждым шагом толщина земли, грунта надо мной становится все меньше и меньше. Кто-то знает, кто-то нет. Но наш метрополитен расположен так глубоко, потому что проходится он в слое глин. Глины – это донное отложение древнего моря, которое здесь миллионы лет назад плескалось вовсю. И поэтому глина сама по себе сухая, и строительство в глине идет намного более просто и дешево, нежели в водоносных грунтах. Но когда тоннели поднимаются наверх, они преодолевают мощный пласт различного песка, супязей там, и так далее. В общем, все то, благодаря чему наш город называют городом на болоте. Метров 30 примерно, где-то больше, где-то меньше составляет толщина этого слоя. И тоннели в этом слое проходятся уже в чугунной обделке. Причем, я еще раз повторюсь, в принципе, рассказывал в своих роликах, именно обделка, не отделка, а обделка. Как бы смешно кому это ни показалось. То есть тоннельная обделка выполняется тюбингами, блоками, выполненными
или из чугуна, либо из бетона. Бетон используется в сухих грунтах, чугун как, скажем так, лучше держащий водоприток используется в одноносных грунтах. Поэтому первый признак того, что мы поднялись где-то на уровень порядка 30 метров, я так ориентировочно скажу, говорит то, что мы сейчас идем в чугунном тоннеле. Чугун более дорогой, но зато более надежный. Естественно, у кого-то возникнут вопросы, а если вдруг обвалится, а если вдруг еще что-то случится? Нет, ребята, этот чугун переживет нас с вами. И не смотрите на то, что он ржавый. Это, в принципе, довольно стандартное состояние чугуна, потому что чугун ржавеет очень быстро. Он покрывается защитной пленкой оксида железа и спокойненько выполняет свою функцию. Кстати, хорошее подтверждение по датам строительства этих тупиков – это дата, установленная при отливке тюбинга. Вот, пожалуйста, 1971 год. В 1971 году изготовлен конкретно вот этот чугунный тюбинг. Так что все примерно совпадает. По левой стороне тоннеля идет такая вот бетонная приступочка. Она называется банкеткой. То есть здесь когда-то лежал путь, а тоннельные рабочие могли по этой банкетке пройти и не спотыкаться об ребра тюбингов, об лежащее различное кабельное хозяйство здесь и так далее. Что интересно, часть тоннеля выполнена в стандартном диаметре 5,5 метров, а вот здесь идет увеличение диаметра где-то на метр, наверное, может даже немножко больше. И вот такой вот широкий тоннель продолжается на расстоянии примерно метров 20. Потом снова сужается и снова появляется банкетка. Чем это обусловлено, я сейчас на данный момент сказать не могу. Ну, а мы с вами пока продолжаем наш подъем. На своде тоннеля виднеются кронштейны и даже оставшиеся провода поездной радиосвязи. Вполне логично, что в тоннеле радиосвязь будет очень быстро гаснуть, а для связи машинистов поездов с поездным диспетчером она необходима. Поэтому прокладываются 1 или 2 провода, которые служат волноводами, и по ним распространяется, собственно говоря, сигнал. Благодаря этим проводочкам машинист может в любой момент что-то сообщить диспетчеру, ну или диспетчер, наоборот, может сообщить машинисту. А здесь они нам говорят о том, что эти тоннели были в пользовании, несмотря на то, что никаких остатков шпал и рельс, и даже того, что здесь они были, в принципе, нет. Еще вполне закономерный вопрос, который может у вас возникнуть при просмотре данного ролика, а не затопит ли метро? Потому что мы, зрители, мы видим, что здесь сыро, здесь есть вода. Нет, ребята, метро не затопит, за этим очень внимательно следят. Водоприток в метро – это дело естественное, с этим стараются бороться, но так как сложные у нас грунты, да и в принципе везде есть какие-то сложности с водой, то вода всегда просачивается, и для ее откачки существуют дренажные перекачки. Вода протекает в самую нижнюю точку перегонного тоннеля, и оттуда мощными насосами откачивается в городскую канализацию. Поэтому затопление метрополитену не грозит. Ну, по крайней мере, пока есть электричество. Поэтому, конечно, довольно интересно, забавно было читать Глуховского, как там годы спустя, десятилетия спустя метрополитен еще не затопило, потому что буквально пройдет не так уж и много времени, и без электричества, без работающих насосов тоннели погрузятся в воду. Ну и пока я рассказывал, пока я показывал какие-то моменты, мы уже увидим штативчик, который расставлен, когда я снимал тут начало своего ролика. И мы пришли к концу, к тупику. Все, дальше тоннель не идет. Он, конечно, идет на несколько метров туда, вглубь. Здесь построена бетонная пробка, которая говорит нам о том, что вряд ли мы дальше пройдем. То, что тоннель уходит еще немножечко подальше, в принципе, можно увидеть, потому что тюбинги туда куда-то в бетон еще заложены. Так называемая елочка или кабельный кронштейн. На такие типовые елочки развешивают кабели в метрополитене.
А мы с вами тем временем оказались у вентсбойки. Сейчас, конечно, она не работает, и она уже не работает очень давно. Тем не менее, она осуществляла вентиляцию, перегон воздуха между тоннелями. Я в последний раз, в принципе, в первый и единственный раз здесь был лет 5-6 назад. И здесь, конечно, было очень атмосферно, потому что было большое количество сталактитов, нависших со свода. Сейчас их, как сказали несколько лет назад, посрубали, не знаю зачем, но потихонечку они снова образуются. Образуются они причем не от воды, с какой-то стороны от воды, но и в то же время причина их образования – отсутствие тока воздуха. Поэтому в тоннелях, которые даже сухие, может быть, чуть-чуть влажные, но не текущие, но в которых нету движения воздуха, постепенно образуются тонкие сталактиты, устремляющиеся вниз. Шумы какие-то. Главное, чтобы ко мне тут не пришел никто в гости. А то я очень сильно опечалюсь. А вот это у нас уже сталагмит, потихоньку нарастает. Несколько лет назад, когда я последний раз был, я здесь сделал все фотографии, поэтому, в принципе, сейчас фотографировать не буду. Мне немножко облегчает задачу. Сам вентилятор довольно-таки большой, как вы видите, и ржавый. Около каждой вентсбойки существует людской ходок, людской проход, для того, чтобы не надо было лезть через лопасти вентилятора, если захочешь перейти на другой путь. Электродвигатель, привод ременной, шкив и вал, который раскручивался, вентилятор начинал вращаться. Сейчас, конечно, я даже его трогать не буду, потому что вы сами прекрасно понимаете, вряд ли он завращается. Точнее, что он точно не завращается. Немножечко изменил концепцию освещения, чтобы смотрелось более брутально. Это контактор-пускатель, видимо, как раз для электродвигателя, для этого вентилятора. Мощная силовая сборка. Все, в принципе, более-менее живо, цело, но самую малость покрыта ржавчиной. Рядом кнопки пуска и останова. Ну и как раз рядом виднеются снова закладные для кабелей, по которым подводилось электричество. Это, видимо, остатки заземляющего контура, и тоже здесь какое-то освещение шло. Но оно немножечко не работает. Сталактиты. Красота. Дальнейший алгоритм наших действий такой. Сейчас в действующих тоннелях производятся путевые работы, поэтому там некоторое количество рабочих что-то там делают. Я так понимаю, заменяют деревянные шпалы на бетонные полушпалки. Мы с вами вернемся обратно по тому тоннелю, по которому пришли. Перейдем по сбойке. Я там удостоверюсь, что могу либо комментировать, либо так же, как поступил раньше, просто молча сниму с вставкой в будущем закадрового текста. И мы прогуляемся по другому заброшенному тоннелю. Посмотрим, как выглядит непостроенный санузел. Да, можно и так выразиться, можно посмотреть, что они построили, как это выглядит. И вернемся обратно сюда, в эту сбойку, уже по другому тоннелю. Начало второго заброшенного тоннеля на момент съемки представляло собой временное место хранения рабочего инвентаря субподрядной организации, которая осуществляла замену в действующем перегонном тоннеле старых деревянных шпал на бетонные полушпалки. Помимо инвентаря, тут складировались те самые деревянные шпалы, разрезанные пополам, и бой бетона. Это обломки путевого бетона, которые получались при демонтаже шпал. В этом тоннеле находиться несколько менее безопасно, потому что здесь, как вы видели, находится склад субподрядной организации, которая, видимо, и занимается ремонтом пути, точнее обновлением путевого хозяйства. Поэтому постараемся отсюда побыстрее свалить. Вот, кстати, мышки
Никаких тут 3-метровых крыс, конечно, нету. Любят у нас всякие разные байки потолкать по метро. Призраков тоже нету, так что поклонники всякого трэш-хоррор-контента я вас немножечко разочарую. Здесь все спокойно и хорошо, и максимум, на кого мы можем наткнуться, это на социум. А это нам не нужно. Поэтому валим отсюда поскорее. В принципе, тоннель этот не отличается от того, такие же бетонные тюбинги, которые впоследствии сменятся чугунными тюбингами. Виднеются также остатки кабельного хозяйства, освещения, подписан пикетаж. Пикетаж это, грубо говоря, вот он 270, что-то там 9 плюс 72. То есть 27 километр, 900 метров плюс 72. 27 972 метра. Все довольно легко читается. Номер поставленного тюбинга, они, как правило, через каждые 5 тюбингов маркируются. Это уже делают проходчики. Потом эти цифры остаются и несколько упрощают навигацию по тоннелю, если нужно что-то где-то найти. А вот мы с вами и дошли до непостроенного санузла. Здесь метростроевцами оставлены надписи «Санузел», «Проем». В принципе, если присмотреться, виднеется красная полоска, то есть часть этих тюбингов должна была быть впоследствии вынута. Грунт туда разработан, сделаны шторинки и установлено все необходимое оборудование для того, чтобы можно было сходить в туалет, а также откачать, скажем так, то, что люди находят в городскую канализацию, чтобы это все дело здесь не скапливалось. Так что вот здесь как раз он и должен был быть, и о том, что не сделано, показывает только надписи на тюбингах. Вернулся чуть назад, потому что несколько лет назад помню, что были где-то очень такие конкретные надписи, оставленные метростроем. Как раз видно «Рубить», санузел 387. То есть тюбинги эти должны были вырубаться. Проходятся проемы, в санузел идут, как правило, 2 входа, мужской и женский. В общем, 2 входа. Технически это 1 блок со всем необходимым оборудованием. Вот так вот. Все. Устремляемся дальше. А вот это, кстати, ребятки, плесень. Итоги сырости. Но дышать я ее здесь не буду. К тому же в тоннеле довольно свежо. Воздух плотный. Подниматься вверх пыль не будет. Главное ее тут не расшуршать. Снова смена бетона на чугун. Увеличение небольшого диаметра, и мы идем в таком широком тоннеле. Здесь бы на велосипедике катнуть, было бы круто. Но тащить его сюда слишком проблематично. Кстати, остатки коробки малой механизации, так называемой. Это сеть розеток, которая раньше запитывалась от освещения тоннеля. Сейчас у нее отдельная линия питания идет в современных строящихся тоннелях. Можно понести электрооборудование и подключить его. Единственное, что на розетки довольно-таки специфичные. Каждая коробка малой механизации, КММ, ну или ящик малой механизации, как в Киеве я видел, оснащается автоматом. Ну и, соответственно, 1-2 розетками. Это 220 вольт, 127 вольт. А есть еще так называемые путейские ящики, которые дают 3 фазы, 380 вольт и служат для запитки уже более серьезного оборудования. Вот, например, ребята-путейцы там сейчас вовсю вырубают бетон, и я думаю, что отбойники у них-то как раз работают от 3 фаз. Профиль этих получившихся тупиков, в принципе, довольно объясним. Тоннель собирались выходить на поверхность, но, тем не менее, здесь отстаивались поезда, и, конечно, затормозить его на таком уклоне, а здесь уклон, я так понимаю, порядка 40 тысячных, это, конечно, то еще удовольствие, чтобы он никуда не укатился. Не знаю, были случаи, не были того, что он куда-то укатывался, я о них лично не слышал, оно и к лучшему. Ну и вот мы приходим к уже ставшей нам знакомой сбоечке. Здесь можно обратить внимание на то, что если там тот тоннель заканчивается практически сразу около сбойки, то здесь он идет метров на 10, ну, может, чуть поменьше дальше. Такая небольшая особенность. Чем она вызвана, тоже не могу сказать. Ну, как прошли, так и прошли. Все, бетонная пробка.
чуть-чуть подтеки воды. Смотрится, конечно, так, мерзотненько. Но ничего живого здесь нету. Я думаю, что, конечно, любители постапокалиптики сейчас подумают, что мне вылезет какая-нибудь чучмундра и скушает меня, но нет, нифига. Просто плесень, вода. В общем, ладно, пускай себе плесневеет дальше. Ну и, конечно, в моих видео, кто смотрел мои ролики на этом канале, в какой только компании я не ходил. И один, и по двое, по трое, и огромными даже толпами, которые, как многие жаловались, сбивают всю атмосферу. Но да, я люблю больше, конечно, ходить один. Мне нравится атмосфера подземелья, есть что-то своеобразное. Спросите меня, страшно ли мне? Да нет, не страшно, чего тут бояться. Все это пройдено людьми, для людей сделано. Ну, случились причины, все это было оставлено, но это отнюдь не означает, что здесь кто-то из мистического появляется и живет. Я лично в это, конечно, не верю. Я больше люблю другое. Я люблю сесть, погасить свет и просто послушать тоннель. Капающая вода, отзвуки где-то производимых работ, а если метро действует днем, то проезжающих поездов, вибрации от работающей вентиляции, инфранизкие частоты. Это, конечно, своеобразная атмосфера, она на любителя, но хочу вам сказать, что это очень непередаваемое ощущение. 10 секунд тишины. Несколько лет назад я бы, наверное, здесь поставил скример, но как-то я вырос уже из этого. Для меня главное сейчас передать атмосферу того места, где я нахожусь, рассказать об его истории, какие-то технические нюансы. Так что, надеюсь, вам было не скучно, было интересно. Увидимся с вами в следующих роликах. С вами был МШ. Лайк, подписка. Пока-пока. А я пошел. Мне еще тут километрик с небольшим идти до Выборгски, до станции.